Всем привет, приветствую на канале. Это канал в формате бортового журнала автомобиля. Все об уходе и ремонте личного транспортного средства. Подписывайтесь на канал. Сегодня мы рассмотрим, как правильно мыть машину самостоятельно. Поделюсь я с вами личным опытом и раскрою вопрос, как я мою и ухаживаю за автомобилем. Начнем с мойки арок и колесных дисков, поскольку это самая грязная часть автомобиля. Первым делом нанесем очиститель ржавого налета на диски и резину. Далее наносим универсальный очиститель в пропорции 1 к 5. Проходим щеткой арки и колесные диски с резиной. При помощи кисти добираемся в труднодоступные места и очищаем отверстия в колесном диске для крепежных болтов. Дополнительно прохожу внутреннюю часть диска щеткой с удлиненной ручкой. Задней части спиц уделяем отдельное внимание, поскольку именно там скапливается большое количество грязи. Далее наносим очиститель шин и проходим щеткой для шин. Если вы видите, что пена очистителя по-прежнему коричневого цвета, нужно дополнительно нанести очиститель и пройти поверхность шины повторно до полного устранения коричневого цвета. После чего я наношу ручной шампунь в пропорции 1 к 10. Прохожу диски с шинами и удаляю остатки шампуня с поверхности. Колеса и арки отмыли, можно приступать к мойке кузова. Начнем с нанесения первой фазы. Я буду применять универсальное чистящее средство Koch Chemie Green Star в пропорции 1 к 10. Основная задача — убрать основное количество скопившейся грязи на кузове. Необходимо соблюдать баланс в использовании химии при мойке кузова, как в концентрации, так и исключить из возможных вариантов применения агрессивной химии, что негативно сказывается на покрытии кузова автомобиля. Допустим, при использовании жесткой и агрессивной химии в больших концентрациях присутствует большая вероятность повреждения хрома, помутнения лака и пластика фар, что достаточно распространено на кузовах BMW. Есть вероятность повреждения Shadow Lines. Это приведет к их помутнению в дальнейшем, после чего данные элементы кузова тоже нужно восстанавливать и приводить в порядок. Касательно восстановления Shadow Lines у меня есть отдельное видео на канале, ссылку оставлю в описании под этим видео. Как рекомендация, выбираем более щадящую и менее агрессивную автохимию. Обращаем внимание на уровень pH, который указан на упаковке. Наносим чистящее средство на кузов автомобиля и смываем при помощи мойки высокого давления, начиная с нижней части кузова, заканчивая верхней частью кузова. Таким образом заставляем автохимию поработать на кузове и удалить максимально возможное количество грязи, бесконтактно. Хочу обратить внимание, что чистящее средство не должно снимать всю грязь с первого раза. Очиститель должен работать щадяще относительно покрытия кузова. Для удаления остаточного количества грязи существует вторая фаза. И приступим к второй фазе. Это ручная мойка и удаление остаточного количества грязи с кузова автомобиля. Будем применять автошампунь для ручной мойки от Chemical Guys Mr. Pink. Будем мыть в два ведра, условно разделяя автомобиль на две части. Верхняя часть кузова и нижняя часть кузова. Соответственно, для нижней части кузова одно ведро с мочалкой и для верхней части кузова второе ведро с микрофибровой варежкой от Chemical Guys. И начинаем мойку кузова автомобиля с верхней части кузова. Соответственно, наносим шампунь, проходим верхнюю часть кузова микрофибровой варежкой и труднодоступные места очищаем при помощи кисти. В таких местах, как решетка радиатора, полости и углубления на кузове, достаточно сложно очистить при помощи мочалки или микрофибровой варежки. Именно поэтому и будем очищать такого рода поверхности при помощи кисти. Нижнюю часть кузова проходим мочалкой и применяем второе ведро, поскольку нижняя часть кузова у нас более грязная и содержит большее количество песчаных частиц. Выше середины кузова эту губку мы не будем использовать для минимизации повреждения лакокрасочного покрытия кузова. И приступаем к смывке автошампуня. Удаляем остатки шампуня с труднодоступных мест. Смываем сверху вниз для более эффективного удаления остатков шампуня с кузова автомобиля. Приступаем к сушке кузова и проходим все части кузова микрофибровым полотенцем для сушки кузова без нажима. Наносим на кузов средство для удаления остатков насекомых, очищаем и удаляем с кузова. Следующим этапом наносим антибитум и удаляем остатки битума с кузова при помощи микрофибры. Далее наносим средство для удаления металлических вкраплений на поверхность кузова и очищаем. Таким способом удаляем мелкие частицы, которые оседают на поверхность кузова с дороги, с колодок вашего автомобиля и соседних автомобилей. Периодически данную процедуру нужно делать, существенно продлит жизнь лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности кузова глиной с лубрикантами. Данное действие следует делать только в том случае, если вы планируете полировку кузова. Проходим поверхность кузова глиной с лубрикантом. Как альтернативный вариант, в продаже есть варежка скраб. В сравнении с глиной она более щадяще очищает лакокрасочное покрытие автомобиля. Повторная ручная мойка. Смываем и очищаем поверхность кузова, сушим.
После чего полируем кузов и удаляем мелкие царапины. В завершении проходим финишной пастой для удаления голограмм с кузова автомобиля. Нанесение защитного покрытия. Если задача быстро нанести на кузов защитное покрытие, существуют защитные покрытия в аэрозольном виде. По завершению мойки состав наносится на поверхность кузова и кузов протирается микрофиброй. Также возможно нанесение керамических составов. Я применяю твердый воск или полироль с пигментом для придания кузову более насыщенного цвета и блеска лакокрасочного покрытия. Наношу на поверхность кузова при помощи аппликатора и располировываю при помощи фибры или шерстяного аппликатора. Для наглядности покажу вам, какие гидрофобные свойства у кузова автомобиля после нанесения твердого воска и после полироли с пигментом. Напишите в комментариях, какими защитными составами пользуетесь вы. Я применяю твердый воск от черепахи. Покрытия хватает на 2-3 месяца, после чего повторное нанесение воска на кузов автомобиля. Полировка фар. Фары полирую при помощи паст от Chemical Guys и наношу твердый воск. Много рекомендаций пишут люди по нанесению керамики на фары. Также хороший вариант. Такого рода защиты хватает на более длительный промежуток времени в сравнении с твердым воском. Отдельное видео по полировке фар уже есть на канале. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Нанесение защитных составов на пластик. Наношу защитный состав от CarPro Pearl. Наносить на пластик удобно аппликатором или кистью. Так выглядит пластик до нанесения, так выглядит пластик после нанесения состава. И наношу защитный состав от Soft 99 с гидрофобными свойствами на резину. Финальный результат. Так выглядит автомобиль после комплекса мойки, очистки, полировки и защиты кузова. Мы помыли автомобиль универсальным чистящим средством. Применял его как первую фазу для бесконтактной мойки кузова, колес, арок автомобиля. Далее отмыл кузов автомобиля шампунем и очистил от битума. Очистил глиной с лубрикантами, отполировал кузов автомобиля и фары, после чего нанес защитный состав на пластик, стекла и кузов автомобиля. Все, чем пользовался в процессе мойки, очистки и защиты кузова, оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И как бонус к этому видео я добавлю короткий ролик по поводу восстановления Shadow Lines. Начнем с подготовки поверхности и полировки. Я очистил автомобиль при помощи универсального очистителя, удалил металлические вкрапления и черные точки от битума. Далее я оклеил малярной лентой кузов по периметру рабочей поверхности, части кузова, с которыми буду работать. Это у нас центральная часть, окантовка водительских и пассажирских окон. Перед началом полировки нужно обезжирить поверхность и убрать возможные остатки антибитума и очистителя. Я использовал антисиликон. Для полировки поверхности я буду применять конусную насадку для шуруповерта оранжевого цвета. Пасты от Chemical Guys, которые я использую для полировки Shadow Lines под номером 34 и 38. Начнем с пасты под номером 34. Наносим пасту на полировальную насадку и равномерно на минимальных оборотах распределяем на поверхность стоек. Далее увеличиваем обороты до 1500 и полируем левую часть стойки. Смотрим результат. После полировки первым номером пасты результат очевиден. Приступаем к второй части стойки и полируем левую и правую части оконных обрамлений. Далее удаляем остатки полировальной пасты при помощи микрофибры. После пасты под номером 34 наносим мелкозернистую пасту для удаления голограмм с поверхности под номером 38. Распределяем по поверхности на минимальных оборотах и начинаем полировку на более высоких оборотах. Поднимаем обороты шуруповерта до 1500. Повторно полируем левую и правую центральные части и приступаем к полировке левой части окантовки окон и правой части окантовки окон. При помощи микрофибры удаляем остатки пасты с поверхности. Смотрим результат. Так выглядели наши Shadow Lines до полировки. Так выглядят обрамления окон после полировки. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ссылку на видео о полировке передних фар и задних фар своими руками оставлю в описании под этим видео. Переходите по ссылке, смотрите видео. До встречи на канале.